Всем привет! Вы на канале Операция Релокация, и в этом выпуске вы узнаете всю правду о британской системе здравоохранения National Health Service, или коротко NHS, которая стала революционной не только для Великобритании, но и для всего мира. Действительно ли она так хороша и какие на самом деле шансы попасть в больницу с перитонитом, так и не дождавшись своевременной медицинской помощи? National Health Service, или NHS, основана в 1948 году. Ее базовый принцип – принцип равенства. Бесплатная медицина для богатых и бедных с финансированием не из кошелька пациента, а из налогов граждан. На сегодняшний день в системе здравоохранения NHS работает 1,5 миллиона человек, что в расчете на 68 миллионов граждан критически мало. Структура National Health Service простая. NHS England, NHS Scotland, NHS Wales, Health and Social Care in Northern Ireland. Каждая из 4 систем страны имеет автономию в управлении. Фактически, это независимые друг от друга подсистемы, которые обслуживают население того или иного региона. В рамках NHS каждый резидент страны может получить бесплатные медицинские услуги. Сейчас мы ознакомимся с перечнем услуг, но перед этим хочу добавить важное уточнение. Для тех, кто не является резидентом страны и не имеет легальных оснований для проживания в стране, в системе есть поблажки. К примеру, если вы оказались в Британии как турист и вам срочно нужна медицинская помощь, есть возможность зарегистрироваться как временному пациенту у местного врача. Для этого необходимо находиться в районе, где будете обращаться за медицинской помощью, более 24 часов на момент обращения, но менее 3 месяцев. Правда, решение принимать или не принимать такого пациента остается за врачом. Консультация у частного терапевта обойдется примерно в 200 фунтов и может длиться в среднем 15 минут. Какие же медицинские услуги можно получить в Британии бесплатно? Список достаточно обширен. Это визит к врачу общей практики, GP, экстренную помощь, включая вызов скорой помощи, госпитализация и хирургия, роды и уход для матерей, психологическая помощь, прививки. Скрининги и профилактика заболеваний. Резиденты в возрасте от 40 лет получают на почту приглашение от своего врача на прохождение ежегодного скрининга. Лекарства по рецептам. Так как система автономно работает в разных регионах, условия для получения лекарств по рецептам разнятся. В Англии лекарства по рецепту можно получить с частичной оплатой, а сумма фиксированная 9,90 фунтов. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии лекарства по рецепту будут полностью бесплатными. К платным услугам в рамках NHS относятся косметические процедуры, у которых нет медицинского основания. Частично платными в Британии будут стоматология и офтальмология. Стоматология в рамках NHS делится на 3 тарифные группы. Band 1 с оплатой 26 фунтов 80 пенсов, сюда входит осмотр, чистка, рентген. Band 2 с оплатой 73 фунта 50 пенсов, в тариф входит пломба, удаление зубов, чистка корневых каналов. И Band 3 с оплатой 319 фунтов 10 пенсов за коронки, протезы, мосты. Из услуг офтальмологии пациенты сами оплачивают обычную проверку зрения и очки. Бесплатными эти услуги могут быть для детей, пенсионеров, диабетиков, пациентов с заболеваниями глаз и для людей с низким уровнем дохода. Список бесплатных медицинских услуг в рамках NHS достаточно большой, но так ли все хорошо в работе самой системы? Одно из самых проблемных мест системы – это очереди. Зачастую, чтобы получить бесплатную медицинскую услугу в Британии, придется подождать. Иногда ждать приходится месяцами, и это то, что является самой большой проблемой для нас, выходцев из стран СНГ, живущих в Британии. Мы привыкли, что попасть, к примеру, к лору можно завтра или в крайнем случае на этой неделе. Конечно, живя в Британии, привыкаешь к местной системе здравоохранения, а главным принципом становится принцип самосохранения, когда лучше предотвратить недуг, нежели дожидаться его обострения. Как я уже говорила в начале выпуска, 1,5 миллиона работников медицины – это катастрофически мало для обслуживания населения почти в 70 миллионов. Даже если пациент обращается за медицинской помощью с подозрением на аппендицит, увы, скорости к медицинским услугам это абсолютно не прибавляет. Предлагаю рассмотреть алгоритм обращения за медицинской помощью при подозрении на аппендицит в Британии и разобраться, каковы же шансы получить своевременно медицинскую помощь. Если есть подозрение на аппендицит, сперва необходимо позвонить в службу неотложных медицинских консультаций по номеру 3 единицы.
Оператор Мгм. выслушает жалобы и Мгм. порекомендует ехать в больницу самостоятельно. Ехать необходимо прямиком к своему врачу общей практики GP, если симптомы не острые. Ожидание приема врача занимает еще 1-2 часа, и это в лучшем случае. Если симптомы острые, оператор, к которому вы обратились по номеру телефона, расценит ваши жалобы как действительно такие, которые угрожают жизни, то могут подать карету скорой помощи, но такое бывает крайне редко. Вероятнее всего, рассчитывать придется на собственные силы. Самостоятельно с острой болью можно ехать сразу в отделение Accident and Emergency в ближайшей больнице. Время ожидания приема может быть как 5 часов, так и все 24. Осмотр предусматривает пальпацию, анализы, возможно, понадобится УЗИ, КТ или МРТ. Дальше госпитализация, где хирург делает свой осмотр, чтобы убедиться, что это действительно аппендицит и необходимая операция. Удаление аппендикса проводится бесплатно, даже если пациент временно проживает в стране по визе более 6 месяцев. Поделюсь своей историей и опытом взаимодействия с NHS-системой и врачами здесь. Я знаю, что отзывы всех моих знакомых, друзей, коллег и так далее, они очень разные. Кто-то говорит, что это лучшая система на планете. У меня опыт, к сожалению, был исключительно негативный. Первый раз я обратилась в НХС, когда жила здесь в 2017 году. И я обратилась в emergency. Я прождала больше 9 часов в очереди, при том, что у меня воспалился глаз, это был классический конъюнктивит, и просидеть, да, мне пришлось прилично. Я посмотрела, как люди даже с аппендицитом и те, кто должны были рожать, ждали еще дольше, чем ждала я. Испытала, значит, весь этот ужас, который был. Потом я пришла, показала свой глаз, что вот уже неделю не проходит, я не могу ни работать, ни смотреть, ни на что, ничего делать. На что доктор просто погуглила мои симптомы, сказала, что ничего страшного, проверила мое зрение и сказала, что если вы начнете терять зрение, тогда обязательно приходите в НХС и обращайтесь к нашей медицинской системе. На этом прием был закончен, и слава богу, что действительно глаз прошел тогда сам. И в этом году у меня был второй опыт обращения в НХС, тоже в emergency. У меня очень сильно болел живот, и я переживала, что там что-то серьезное. Здесь время ожидания было чуть меньше, потому что мне написали, что у меня там были ситуации до этого, которые требовали действительно срочного осмотра, но срочный осмотр в понимании НХС это там 4-5 часов, то есть это в принципе быстро. Но это было не самое страшное, самое необычное было то, что мне предложили, например, обезболивающее до того, как мне сделали любые анализы. И мне было бы очень интересно, как бы они потом интерпретировали бы анализы в случае, если бы мы следовали их протоколу и сначала обезболивающие, потом анализы. В общем, логика протоколов не всегда, наверное, нам, выходцам из постсоветского пространства, понятна, но тем не менее она имеет место быть. Помощь мне оказали, сделали анализы, да, действительно, это из хорошего, что посмотрели, сделали корректное назначение там антибиотиков, все оказалось не так страшно, как я думала, но тем не менее сам процесс и время ожидания, условия, и когда ты видишь, насколько плохо другим людям, кто-то там даже ходить не может, у кого-то какие-то острые заболевания, они все ждут в общей очереди. Поэтому проблема понятна, не совсем понятно, почему государство не предпринимает каких-то активных действий для того, чтобы ее решить, но уверена, на это есть какие-то уважительные причины. Из хорошего, мне кажется, что благодаря проблемам внутри НХС все граждане Великобритании и релоканты стараются вести здоровый образ жизни. Количество людей, занимающихся спортом по утрам, вечерам, в обед, в выходные, в любое время дня и ночи в Лондоне, оно просто невероятное. Очень много людей, которые бегают на ежедневной основе, занимаются спортом. Здесь очень популярны разные марафоны там, и для велосипедистов и так далее. В принципе, государство Великобритания, вот как раз, мне кажется, всячески способствует тому, чтобы люди заботились о своем здоровье до того, как действительно заболеют и столкнутся с необходимостью обращаться в НХС. И еще из хорошего, что могу отметить, что несколько кейсов видела на улицах, когда людям становилось плохо, скорая действительно приезжала оперативно и оказывала всю необходимую помощь, это тоже плюс. И еще плюс, ну, на самом деле, несмотря на все мои переживания и странности их протоколов, вот последнее обращение мое и моих знакомых
всегда было это лечение эффективным, то есть не было истории, когда человек обратился за помощью, поставили там неправильный диагноз или неправильное лечение назначили или еще что-то такое. Поэтому не факт, что это плохо. И может даже где-то непривычно нам отсутствие желания системы как таковой навязать лекарства любой ценой. Мы все очень привыкли, что большое количество лекарств, мы приходим к любому врачу, и у нас там просто огромный список из того, что тебе нужно. Там немножко кашляешь, тебе сразу и капли в нос, и от горла, и таблетки, и сиропчики, у тебя там и антибиотики нужно, не нужно, тебе их обязательно назначат, потому что в наших странах как будто бы государство работает и устроено так, чтобы финансировать как можно больше фармкомпаний, а в Британии фокус на другом. Поэтому плохо это или хорошо, да, безусловно, в НХС есть зоны для роста, развития и улучшения, но при этом сказать, что сам подход государства и их протоколы не рабочие, я точно не могу, потому что люди здоровы. И, кстати, интересно, что британцы одна из наиболее долго живущих наций, то есть средний возраст, до которого доживают британцы. В общем, можете меня потом поправить там в комментариях или в самом видео, там 85-91 год, где-то я видела такие данные. Мы обязательно проверим и поделимся потом в описании, до какого возраста в среднем живут британцы. Частная медицинская практика в Британии также есть, но она не заменяет НХС, а лишь дополняет ее. Резиденты страны могут пользоваться одновременно услугами и НХС, и частных клиник. Из положительного система здравоохранения НХС цифровизована. Есть приложение НХС, в котором можно записаться к врачу, получить консультацию или отследить свою историю болезней. На официальном сайте есть много полезной информации для пациентов. Преимущественно это рекомендации для поддержания психического и ментального здоровья, которым в британской медицине уделяется немало внимания. Также на сайте можно найти врача общей практики или профильного специалиста, и также можно записаться на прием. Говорят, привыкнуть можно ко всему. К британской медицине тоже можно привыкнуть, но не сразу, конечно. Также не лишним будет помнить, что инстинкт самосохранения, учитывая срок ожидания на прием к некоторым врачам, здесь пригодится. И лучше предотвратить, чем обнаружить заболевание в состоянии хроники. В новых выпусках мы расскажем еще больше об особенностях жизни и адаптации в Великобритании, поэтому не забудьте подписаться на наш канал, поставьте лайк этому выпуску и поделитесь своим опытом в комментариях, если сталкивались с бесплатной медициной в Британии. Ваш опыт может быть ценен и полезен тем, кто планирует переезд в Великобританию или собирается посетить страну с туристической целью.